Вот зимний лес. Это я на Бужу прибыл Новый год отмечать. Иду в сторону родника. С печкой, с палаткой, с лопаткой. Ну какая же красота! Посмотрите, кругом. Вот так вот. Это шикарно. Да еще повезло мне. Не шел по дороге. Подвезли. Время сэкономлю. Короткого зимнего дня. Вот родник. Вот он. Вода вроде не замерзла. Да, вода есть, потом схожу, может, за ней. Но сейчас набирать не буду. Вот туда вот идти. Через этот лес. Что ж, Новый год в лесу. Вот в таком. Это здорово. Что он нам принесет этот год? Один Бог знает. Вот оттуда я пришел. Это было очень тяжело. Глубокий снег, незамерзшие ручьи, бревна под снегом, бурелом. Но я дошел. И вот она красота. Посмотрите. Тут никого не было. Чистый белый снег. Тишина. Вот так вот здесь. Это Бужа, около деревни Избище. Торопил сначала, потом уже шел с рюкзаком. Рюкзак тяжелый, много всего. Очень устал. А сейчас надо еще делать палатку, костер, печь. И все это надо успеть до темноты. Палатку буду ставить вот там вот. Дрова я знаю тут, где есть. Найду. Пила есть. Топор есть маленький. Ой, есть не хочется вообще. Изнеможение. Через лес шел. Через бурелом. Через стальник. Через все, что угодно. Очень трудно. Но ничего. Стоит того. Стоит. Раз в жизни хотя бы встретить Новый год в лесу. Эх, давно мечтал. Погодка хорошая. Ветра нет. Сейчас пойду за рюкзаком. Вот проторопил себе тропку. Но здесь снег не глубокий. А вот там, откуда я пришел, по пояс. Падал. Встать не могу, рюкзак тяжелый. Выстегивался из него, вставал, дальше шел. Очень-очень тяжело. 2 часа. Расстояние по прямой здесь. Ну, чуть больше 500 метров. Естественно, по прямой я пройти не смог. Пришлось идти в круговую. Но как красиво. Сейчас притащу рюкзак. Буду заготавливать дрова. Вот это вот Бужа. Река. Любимая моя река.
Сколько лет я тут уже. Не знаю, какое-то место особенное. Ах, прихожу сюда. Даже когда плохо на душе. Вот сейчас вот у меня не очень хорошо, честно сказать. Но вот этот труд тяжелый по преодолению снегов с грузом. И потом вот такой вот лес. Это лечит. Потому что тяжело, на самом деле тяжело. Ай. Вот повешу. Взял с собой игрушки елочные. Повешу на елочку. Зажгу бенгальские огни. И встречу Новый год. Совсем один. Но со мной будет вот эта вот красота. Ладно. Ну вот. Первым делом повесил шарики красивые, елочные. Чтоб как-то обозначить Новый год. Вот тут вот выложил кое-какое снаряжение. Часть еще в рюкзаке. В этот раз много нового тестируется, в том числе сам рюкзак. Это Баск Анаконда. Современный, новый. Потом коврик терморест Экстерм. Титановая лопата, титановая печь. В общем, тут есть что потестировать. Сейчас буду устраиваться. Устраивать буду свой быт, палатку ставить. Снег довольно глубокий. Посмотрим, что получится с колышками. Удастся ли их в землю вбить или придется что-то морочиться, какие-то делать деревянные. Вот шарики. А термометр сейчас показывает минус 3,5. Это очень хорошо. Вот палки я брал с собой. Вот это мешок с едой. Там в этом мешке праздничные блюда всякие. И самое из них вкусное — это пельмени. Взял с собой рыбные пельмени. Хочу сварить рыбные пельмени. Вот он, рюкзак. А чехол я заказал на Алиэкспрессе для другого рюкзака. Чехол называется 100 литров. Но оказалось, что он и на анаконду, на это тоже вполне годится. Очень хороший чехол. Вот тут вот будет палатка. Видно, вот ветка упала с дерева. Тут тоже что-то такое поломалось. Поэтому я поставлю ее на открытом месте, чтобы сверху ничего не прилетело мне на голову. Термос там стоит. Там река. Ладно, пойду сейчас смотрю, что там насчет дров. Потому что уже время-то много, 3-й час. 3-й час уже, в 4 стемнеет. А мне надо до этого времени сделать печь и палатку, чтобы потом уже спокойно себя чувствовать. Костер я могу и по темноте разводить, если получится. А сейчас надо посмотреть, что с дровами. Сумею я в этом лесу их добыть. Ну, надеюсь, сумею. Ну вот, печь горит. Вода сделана из снега. Тут я немножко утеплил там, чтобы не обгорала эта ткань. Внутри так. Там вот
вот рюкзак лежит. Вот здесь у меня сиденье. Сейчас буду пельмени варить. Холодает что-то к вечеру. Уже, наверное, градусов 8. Ой, тяжелый денек. Тяжелый. Пойду еще дров принесу. Вот разжег ее как раз вазелином печь. Салфетку намазал вазелину. Все, разгорелось прекрасно. Вот так вот. Так что вазелин — это друг туриста. Кто бы там что ни говорил, глупые люди. Говорят, а вот там вот так. Идет снег. Зимний лес. Вот такой вот со снежком. А вон ветка какая свисает. Красивая ветка. Летом она очень красивая. Вот там вот костровище, но костер я, конечно, сейчас делать не стану. Очень тяжело. Устал сильно. Вот там как. Красота. А вот топлю такими вот. Ветки всякие. Нормально. Ну, сейчас потолще поищу. Может, что есть и потолще. Чтоб реже подкладывать. Немножко урегулировал печь. Приглушил. То сильно горело. Так нормально. Пельмени рыбные буду варить. Вот. Выхлопная труба. Идет дым. Слабый такой. Газ один. Вот так вот здесь. Скоро Новый год. Через несколько часов. Сейчас, наверное, часов 6. Может, 7. Не смотрел. Потом уточню. Вот. Все удалось. Но тяжело. Итак, полчаса до Нового года. В палатке свеча горит, поэтому такая вот подсветка своеобразная. Странные дела творятся. Уже 2 дерева упало в лесу. Ходил, смотрел. Молодые сосны, сырые. Тонкие достаточно. Даже и немного снега на них. И как будто как срезаны ровно на высоте. Ну, не знаю, метров 5-7, так вот. Очень что-то это странное. Второе уже дерево за пару часов. Я вроде тут стою на таком пятачке, где падать нечему. Ну, во всяком случае, я так надеюсь. То будет, конечно, неприятно очень, если на меня упадет дерево. Ну, вот ветки хожу, собираю сухие. Пилой их пилю и в печку подкладываю. Ну и немного сырых, вот как раз от упавших. Делаю комбинацию сырые с сухими. Вот так вот сейчас тут. Поел пельменей. Хорошо. С маслом сливочным. Хорошая вещь для зимнего похода. Ну, такого похода. Не очень длительного. Сытные пельмени. Вот печь работает. А там свечка стоит. Вон она. Я лежу на коврике. Выключаю
фонарь. И свечка освещает. Там вот еда, целый мешок и всякие там вещи. А пельмени, вон они. Вон пельмени, рыбные. Полпачки сварил. Там рядом еще голова рыбы. Мне кажется, я многовато продуктов набрал. Еле донес. Ну, там вот рюкзак лежит. Вон для него пришла с Алиэкспресс недавно. Вот это вот чехол такой. Вот, а здесь вот в этой герме спальник. Там вот всякие вещи лежат в качестве подушки. Вот это вот будет. Но это я еще подумаю, как тут лучше разместиться. Сейчас Новый год наступит и буду укладываться спать. Очень устал сегодня. Конечно, такой снег, бурелом. Как прошел с этим рюкзаком, не знаю. Тяжело. Надо отдыхать. Пару раз чай заварил. Вот в термос налил чай, чтоб с утра было что попить. Ну и так, сейчас вот там вот в этой вот кастрюльке тоже чай заварен. Удобно. Чайничек. Вот тут вот он. Вот, кстати, лопата лежит. Помогла мне лопата. Полезная оказалась лопата. Тут кое-что раскапывал ей. А земля, кстати, не замерзшая. Земля довольно еще мягкая. И когда я шел, там ручьи тоже и всякие там протоки не замерзшие. Это вот, конечно, неприятная ситуация. Но у меня, слава богу, обувь подходящая была. Не промок. А так, конечно, да. Это было бы тяжело. Думал одеть обычные ботинки. Хорошо не надел. Тут вот с резиновой галошей, все такое. Вот это коврик, на котором я буду спать, терморест. Решил, чтобы потеплее было. Пуховый спальник взял, Баск Кракарам. Я его беру зимой всегда. Хоть он и такой сильно теплый, но лучше в тепле спать. При такой температуре сейчас где-то -6. Нормально он будет. Он обычно от 10 ниже, как бы я использую, но сейчас решил взять. То кто его знает, что там будет, какая температура под утро. Может и холодно будет. Даже скорее всего. Временами снег идет, сейчас нет. Так вот. Вот трубу закрепил. Вон видно, да? Веревками. А веревки приделаны через карабины, а там проволока нержавеечная. Из нержавеющей стали. В общем, на всякий случай. Порывы ветра, если чтоб ничего не упало. Ну и вот тут такие вот снег на лапах сосновых. Вот там. Много снега. Очень много. Скоро Новый год. Всех хотел бы поздравить. Пожелать счастья, удачи, здоровья, благополучия. Всего-всего хорошего. А вот печь. Там внутри горят дрова. Жар идет. Хорошо лежать рядом с печью. Я даже не закрываю вход в палатку. Тут тогда очень жарко получается, если закрыть. Надо ее регулировать, там уменьшать. Туда-сюда. А так вот она работает. Кстати, я понял, как ее регулировать грамотно. Необходимо сначала, когда сильно разгорится уже все, угли там, необходимо сначала ее придавить и подачей воздуха, и заслонкой. И потом можно опять же открывать и
она не сразу разгорится. Она будет медленно разгораться, тлеть там. То есть можно найти такой режим удобный. Все это еще зависит от дров. Какие дрова, толщина, влажность там. То есть манипулируя вот с этой вот заслонкой в трубе и с подачей воздуха приточного, можно ее настроить, чтобы горела она не сильно и не слабо, а как надо. Это точно. В общем, заслонка полезная вещь. Просто вот экспериментировал только приточной задвижкой. Нет, у нее в щели там все, она слабо работает. Как-то там что-то, но а шибер этот в трубе сразу прям реагирует печь. Ну и можно комбинировать. Так открыть здесь, там закрыть так. В общем, опытным путем найти оптимальный режим горения печки. Да. Вот такой вот Новый год. Один я совершенно. Без алкоголя, кстати. Ну, это принципиальная позиция. Думаю, сейчас весь народ бухает. Эх, ничего хорошего там нет. Беда. Хоть и традиция, и все, но... В общем... Я думаю, лучше без этого. Трезвым быть. Вот так вот. Наступит Новый год и спать буду. Потому что усталость сильная.